You would have asked if she was okay, but you were nowhere to be found. And I am no good with emotion. When I see people in pain, I shiver. When we kiss, all I see is lights, it's all there is. When I close my eyes, so I give in to the heat of us, and it hits me every time. How could I give you up? How could I give you up? How could I give you up? I push my luck. I woke up on the wrong side of the floor. Your clothes are in a pile by the door. Said you weren't feeling like yourself. What the hell? I don't know who you were before. When did you become someone else? And I didn't even notice. But I've been out here like it's Vegas, going crazy, trying to forget about you, baby. And you keep calling me like you're in love, but I can't fall for the face in the mirror. Out here like it's Vegas, going crazy, trying to forget about you, baby. And you keep calling me like you're in love, but I can't fall for the face in the mirror. Woke up to a dozen texts from you, telling me that we could make it work. Said you woke up feeling like yourself. What the hell? Don't know who you were before. When did you become someone else? And I didn't even notice. But I didn't. Всем привет, привет. Если меня слышно, дайте плюсик, пожалуйста, в чат. Отлично, есть связь. Можем в таком случае начинать наш недельный обзор. Хотел бы начать наш сегодняшний обзор с моего прогноза, то, что мы делали с вами на прошлой неделе. Хотел просто напомнить еще раз тот момент. Да, можете потенциально вернуться. Так, на дневном таймфрейме мы закрылись над хаем предыдущего дня, но при этом у нас есть вот тут rejection block, дневной RB. Такие rejection блоки, они являются магнитом для цены всегда. Поэтому надо учитывать этот момент. Вот так. И в начале, так как у нас неделя, она все равно закрылась в бычьем направлении очень сильно, то мы можем на следующей неделе увидеть одно откатное движение на
диапазон rejection блока, и отсюда уже продолжение лонгов. Либо же у нас здесь есть еще один rejection блок, вот этот, это тоже является магнитом. Мы можем сначала снять buy-side ликвидность, затем вернуться в этот диапазон. И следующая неделя она может быть сформирует аккумуляцию, потому что это начало нового месячного цикла, и это первая неделя у нас внутри месяца. Если месяц будет формироваться по модели AMDX, то наша следующая неделя, она может быть просто пройти в консолидации. Итак, такой был у нас прогноз. На прошлой неделе, в субботу мы делали с вами. И теперь, когда уже эта торговая неделя прошла, мы можем увидеть то, что этот прогноз отработал на все 100%. Было сделано два варианта на текущую неделю, как цена, возможно, будет двигаться, да, внутри новой недели. И первый вариант был то, что сначала цена с открытия новой недели сразу спустится в дискаунт, потом продолжим лонги, либо же поднимемся в премиум, зачистим buy-side ликвидность и затем вернемся обратно во внутрь рейнджа. И как раз таки второй сценарий он отработал прям прекрасно. Если посмотрим эту всю структуру на 4-часовом таймфрейме, здесь будет гораздо понятнее с точки зрения MXM модели. Здесь мы можем увидеть, вот тут была кривая покупок MXM модели, здесь была покупка, и здесь формировалась кривая продаж по MXM модели. И первая зона, где цена, здесь было смещение после слома структуры. Вот тут у нас был слом через MSS, Market Structure Shift, и также ниже, вот эта свеча, первая свеча, которая формировала вот это движение в buy side, мы берем открытие этой свечи, и здесь у нас будет уровень циста, то есть слом у нас подтвердился и через ЦИС, и через МСС. Мы подтвердили. После слома структуры цена начала движение в sell-side направлении до вот этого 4-часового имбаланса. Так, сейчас я сделаю вот так здесь. Вот. Обрежем это. Это можем уменьшить. Теперь я отмечал на прошлой неделе в субботу, то, что вот этот диапазон, он будет играть роль магнита для цены. Он будет притягивать цену к себе. Именно вот этот дневной rejection блок. Но до этого у нас был здесь 4-часовой FEG. Вот это 4-часовой FEG. И что здесь произошло? Интересный момент. Опять-таки буду ссылаться на свой урок на тему Different Delivery, тема отложенной доставки. Как раз здесь произошла именно эта процедура, эта операция. Сначала цена пришла в sell side, здесь мы встретили сопротивление в виде 4-часового имбаланса, затем сформировали rejection блок и начали движение в buy side направлении. Если мы рассмотрим это внутри дней уже, то многие здесь думали, что здесь лонговое движение завершилось и начались покупки. То есть это было манипуляционным движением, и отсюда начались уже покупки, то есть фаза дистрибуции. Многие здесь попались на эту ошибку. Я уверен в этом. А на самом деле что произошло? Это было
отложенная доставка, это было deferred delivery. И целью этой отложенной доставки было что? Вот это buy-side ликвидность, которую здесь сформировали на лондонской сессии. Именно эта ликвидность была целью вот этого движения. Для чего? Я об этом подробно рассказывал уже внутри этого урока. Кто не смотрел, я рекомендую, настоятельно рекомендую изучить этот урок. Он находится у нас вот здесь. Так. Вот этот урок. Почему рынок выбивает твой стоп? Вот тема отложенной доставки. Если кто-то не смотрел, я просто рекомендую изучить этот урок, и потом количество ваших стопов гораздо значительно сократится, потому что там говорится именно о нюансах, о секретах, как алгоритм выполняет манипуляцию, как алгоритм обманывает трейдеров в ложном направлении перед истинным движением. Итак, здесь у нас произошла отложенная доставка. Если мы так углубленно это все изучим, то тут есть все элементы отложенной доставки. В первую очередь у нас есть rejection блок, который сформировался на ключевом уровне. Ключевой уровень у нас 4-часовой FEG, имбаланс. Затем цена здесь формирует уже low resistant ликвидность. Вот она. Если мы спустимся на более младший таймфрейм, то это будет явно еще очевиднее. Вот low resistant ликвидность сформировалась. Это еще один элемент отложенной доставки. Затем, после захвата buy-side ликвидности, вот, buy-side ликвидность здесь, после захвата цена стремительно возвращается обратно вовнутрь рейнджа. Мы это можем увидеть на часовом таймфрейме. Прям сейчас давайте отключу на некоторое время ненужные индикаторы, чтобы не мешало нам. Вот. И вот тут, видите, вот эту свечу, часовая свеча, она зачищает вот эту buy-side ликвидность здесь, зачищает все, и обратно возвращается вовнутрь рейнджа. Здесь уже был сигнал о том, что можно уже входить в шортовом направлении. И на младшем таймфрейме здесь было подтверждение. Можем на M1 это все увидеть и разобрать. Здесь был слом структуры, здесь был цист. Короче, все необходимое для того, чтобы подтвердить нашу идею. Вот, пожалуйста, здесь было и SMT моментум был также. Можем увидеть. Тут SMT сформировано было. Затем, после SMT, мы сделали displacement. Тут у нас уровень CIS на минутном таймфрейме. Вот, пожалуйста. Здесь CIS, слом через CIS. И цена после теста уровня CIS начинает свое движение, дистрибуционное движение. То есть истинное движение продолжается. Еще раз объясню логику. Да? У нас началось здесь шортовое расширение, медвежье расширение. После, на этом пути мы достигли 4-часового имбаланса. Это была зона FTA. И здесь алгоритм выполнил отложенную доставку. То есть он отложил на некоторое время вот эту доставку. Шортовое направление, это было основной доставкой цены. Здесь он поставил на паузу вот эту доставку и сделал временный маневр. Временный маневр. Так. Вот. Сюда, на buy side, чтобы зачистить ликвидность здесь. Как только ликвидность мы сняли, цена продолжила свое движение. Вот это движение.
продолжилось. И здесь обычно, когда мы торгуем по отложенной доставке, мы всегда должны знать ключевой уровень, какой он будет. Он может быть в виде rejection блока, либо в виде имбаланса. И первым сигналом будет здесь сформированная rejection свеча. Более подробно вы можете ознакомиться именно в полном уроке, посвященном этой теме. Итак, продолжим наш разбор недельный. Здесь цена вернулась, сформировала отложенную доставку, и потом мы продолжили расширение в шартовом направлении. Теперь это 15-минутный. На 4-часовом таймфрейме здесь более интереснее это все выглядит. Сейчас это будет в основном для моих студентов. Смотрите, здесь мы видим MMXM модель, да? Тут можем, значит, то есть локальным таргетом будет служить у нас предыдущая неделя. Вот эта неделя. Сейчас я включу индикатор, который будет отображать у нас недельные свечи. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот это прошлая неделя. Вот. И снова мы возвращаемся. Опять можно делать комбинационный анализ с помощью SRT, CRT, да, если правильно называть. Мы сняли сначала buy side прошлой недели. Вот свеча, недельная свеча. И вот диапазон здесь прошлой недели. Вот он. Так, вот здесь он заканчивается. Вот тут. Здесь мы сняли, это можем убрать. Вот это недельный диапазон прошлой недели. Мы зачистили сначала buy side этой недели. Затем начали возвращаться вовнутрь этого рейнджа. И тут целесообразно было бы сделать как? Опять, если будем работать по MMXM моделям, работать через swing grades. Делать анализ с помощью swing grades. Итак, вот я растянул эту сетку. Значит, смотрите, вот внутри этого диапазона, вот ниже этого уровня у нас должна быть low resistant ликвидность сформирована. Смотрим, есть low resistant ликвидность? Да, есть. Вот это все, это low resistant ликвидность. Значит, мы правильно растянули наш swing grade. Да? Теперь, вот тут у нас SMR фаза, то есть low risk buy. Цена должна сначала здесь сформировать смещение, затем сделать тест этого диапазона. И мы видим, вот сначала было смещение, потом был тест этого диапазона, вот этот глубокий откат был. И цена продолжила расширение. Еще до этого момента теперь, вот здесь самый интересный момент. Если мы сделаем вот так, да, допустим, мы еще не знаем, докуда цена может двигаться. Потенциальным таргетом будет у нас являться вот эта sell-side ликвидность. Sell-side ликвидность прошлой недели. И теперь тут, так, вот это уберем. 4-часовой имбаланс я оставлю здесь. Здесь я уже подключаю инструмент Measuring Gap. Опять беру, и здесь в качестве Measuring Gap я беру вот эту область. Почему? Потому что вот здесь у меня здесь имбаланс есть. Имбаланс. И его мы здесь кольнули чуть-чуть, протестировали. Это идеальный Measuring Gap. Поэтому я буду работать именно с этим гэпом. Значит, смотрите. Вот у меня здесь первый диапазон take profit, первый, второй, третий и четвертый конечный уровень, который приходится
на ликвидность. Так, значит, раз, два, третья неделя. Вот, третья неделя. Если я буду смотреть, смотрите, я всегда рекомендую целиться на тела свечей. Не на фитили, а на тела. Для этого можно переключить наш свечной график на линейный, и мы увидим чистую структуру. Вот, и как раз таки здесь находится чистая ликвидность. Вот тут. Если вы хотите, чтобы ваш take profit 100% отработал, я вам рекомендую всегда целиться на тела свечей. Не на фитили, а на тела. И что произошло, смотрите теперь. Куда цена пришла, вот, где остановилась, ровно на этом уровне. И последний уровень take profit через measuring gap, если мы делали бы анализ. И цена уже, когда сформировала SMR фазу, здесь цена уже работала по медвежьему order flow. Да? Медвежий order flow мы знаем. У нас медвежьи имбалансы будут удерживать цену, и бычьи ордер-блоки будут также удерживать цену, подталкивая ее в направлении медвежьего движения. Я думаю, что вот это движение еще продолжится еще ниже. Мы отпустимся глубже еще. Если смотреть вот так, вот, то у нас еще остается вот эта ликвидность, которая формирует у нас имбаланс. Вот тут. Поэтому я думаю, что целью этого движения это откатное движение, чтобы сбалансировать вот этот имбаланс. Это трехнедельный таймфрейм. На недельном таймфрейме мы также здесь имеем вот этот уже имбаланс, гораздо самый явный и близкий к текущей ситуации. Также хочу вам напомнить то, что свинги, вот такие свинги, которые находятся внутри имбаланса, они всегда будут работать ликвидностью для алгоритма. То есть, когда у нас формируется, вне зависимости, какой бы таймфрейм ни был, будь это будет минутный таймфрейм, либо M15, вне зависимости, если увидите вы такое формирование, то есть сначала вот сформировался имбаланс, потом цена сделала тест этого имбаланса, начала расширение, затем она начала делать откатное движение в сторону вот этого имбаланса, то вы можете смело целиться уже на вот этот swing low. С большой вероятностью цена заберет этот swing low и отсюда либо развернется, либо продолжит движение еще глубже. Ясно, да? Это уже что касается будущей недели. То есть я ожидаю сначала теперь продолжение шортов, затем разворот в следующую неделю. Либо такое движение будет, либо еще глубже цена упадет, и после этого уже снова продолжим лонги. То есть это движение, это откатное движение, это не разворот тренда, это откатное движение. Оно может также еще глубже пойти сразу, если мы возьмем вот этот dealing range и разделим мы его на премиум и дискаунт, вот, то цена может прийти до эквилибриума, либо сделать чуть-чуть глубже тест дискаунта и отсюда продолжить свое движение. Но первой зоной сопротивления сейчас на данный момент на недельном таймфрейме, это старший таймфрейм и сильная зона сопротивления, если цена
перебьет этот уровень, и мы закроемся телом ниже этого уровня, то мы можем смело таргетироваться уже на вот этот уровень. И это цена 26 763 диапазон. Но если же мы сделаем тест имбаланса и не сможем закрыться телом ниже этого имбаланса, то с большой вероятностью цена уже развернется отсюда. Если мы посмотрим на трехдневном таймфрейме, то мы можем увидеть, что как раз таки под этим имбалансом у нас находится зона BPR, Balanced Price Range. Вот это BPR зона. И именно эта зона может не дать цене сделать более глубокий откат. Теперь ключевой момент, да, как вообще надо делать анализ на старшем таймфрейме. На старшем таймфрейме мы всегда должны начинать, да, с месячного цикла. Допустим, где сейчас находится цена. Вот мы должны отметить месячные ключевые уровни. Вот у нас это high предыдущего месяца. High месяца мая. Отметили ключевой уровень. Окей. Так, это уберем. Это пока тоже все ненужное. Что тут можно еще увидеть? Здесь есть имбаланс. Вот этот месячный. И также можем сделать как? Премиум дискаунт. Мы когда надо натягивать премиум и дискаунт? Премиум и дискаунт мы натягиваем, когда уже сформировался dealing range. То есть у нас сформировался свинг, структура в sell side, да? Мы сняли ликвидность, потом здесь сформировали свинг и слом в бычьем направлении. Для SMT надо всегда следить за триадой. Это S&P 500 и Dow Jones тоже. Затем мы должны увидеть вот тут на swing high в премиуме слом в шортовом направлении. Как только будет подтвержден слом, у нас будет подтвержден dealing range. То есть dealing range у нас будет вот такой, да, рабочая область. И когда мы определили dealing range, мы должны поделить этот dealing range на премиум и дискаунт. После того, как мы определили премиум и дискаунт, мы отмечаем ключевые уровни только в дискаунте. Все, что внутри премиума, нам это не интересно. Многие задают вопрос, почему некоторые имбалансы, почему некоторые ордер-блоки иногда работают, а иногда не работают, да? Может быть, кто-то из вас также сталкивался с таким вопросом, когда вы работали. Так вот, ответ этому вопросу лежит именно в массивах премиум и дискаунта. Когда цена находится у вас в премиуме, и у вас в премиуме есть ключевые уровни, допустим, вот смотрите. Давайте недельный рассмотрим. Вот недельный таймфрейм. И внутри недельного таймфрейма у нас есть вот тут вот volume imbalance. Обычно этот ключевой уровень, он является сильным и должен удерживать цену. Да? Но мы видим то, что здесь не было удержания. Мы просто пробили этот уровень сильно. И также все, что будет на пути к дискаунту, все вот эти имбалансы, ордер-блоки, они будут пробиты. Они не смогут удержать цену. Цена может показать какую-то реакцию, да,
временную, то есть она может прийти в диапазон этого имбаланса, вот таким вот образом. Прийти, получить реакцию, сделать откат. Это откатное движение будет. И потом пробьет этот уровень 100%. Сильные ключевые уровни, они всегда будут находиться у вас в дискаунте. Все имбалансы, либо ордер-блоки, то, что будет находиться у вас в дискаунте, именно эти уровни могут развернуть тренд. Именно от этих уровней надо всегда работать. Когда говорят, да, в ICT концепции, когда говорится, то, что ордер-блоки, имбалансы, это уровни, откуда можно ожидать разворот тренда, имеется в виду именно дискаунт, то, что находится внутри дискаунта, ордер-блоки, имбалансы, брейкеры, а они в премиуме, если цена уже находится в премиуме. Окей, месячный таймфрейм мы рассмотрели, да, увидели. Потом переходим на недельный. Что у нас показывает на недельном таймфрейме? На недельном мы смотрите, зачистили buy side месячного цикла и стремительно сместились в медвежьем направлении вовнутрь рейнджа. На дневном таймфрейме мы можем увидеть то, что здесь слом структуры уже есть. Вот здесь мы подтвердили слом структуры. Так, МСС. И вот эти свечи, они своего рода displacement candles. Если цена намерена еще глубже двинуться, то вот тут должен сформироваться имбаланс, вот в этом диапазоне где-то здесь. Затем цена должна протестировать этот имбаланс и продолжить движение в дискаунт. Сразу такого не будет у движения, по-любому. Сначала мы сформируем здесь имбаланс, затем сделаем confirm, то есть подтверждение слома тренда. После этого цена сделает откатное движение, чтобы протестировать здесь имбаланс. И вот тут как раз-таки может случиться как бы inducement. Да? Вот это будет индюсментом. Мы заберем внутреннюю ликвидность и продолжим тренд. Так, это все можем удалить. Итак, месячный таймфрейм, потом мы спускаемся на недельный таймфрейм, отмечаем на недельном таймфрейме ключевые уровни. Это volume имбалансы, это FEG зоны и ордер блоки. И ждем от них реакцию цены, как цена отреагирует на эти ключевые диапазоны. Если спустимся на H4, смотрите, первая реакция вот здесь была. Цена пришла как раз таки в диапазон ордер блока. Вот еще раз отмечу. Так, это недельный. Вот диапазон ордер блока на недельном таймфрейме. Недельный таймфрейм. Сделаем это OB. И посмотрим на 4-часовом таймфрейме. Вот эта первая 4-часовая свеча, она получила реакцию сначала именно от этого ордер блока. От уровня 0.5. Затем мы сделали откат. И уже в новом 4-часовом цикле мы пробили этот уровень. И как вообще надо делать, да, анализ, чтобы анализ прогноза был высоковероятным? Надо здесь делать всегда комбинированный анализ. То есть надо учитывать квартальную теорию, надо учитывать недельный профиль,
и затем структуру. Так, сейчас я разделю. Так, включим. Так, это недели и дни. Да. И перейдем вот так. Итак, у нас вот здесь началась новая неделя. Вот отсюда у нас начинается новая неделя, да? Новая неделя. Мы еще до открытия этой недели мы уже должны иметь свой сценарий. У нас должно быть всегда два сценария. Первый сценарий бычий, второй медвежий сценарий. Я объяснил, да, то, что на дневном таймфрейме у нас было rejection блок был. Так, где он был? Вот здесь он был. Этот rejection блок, вот он. Rejection блок, первый сценарий. И второй сценарий был вот этот rejection блок. Вот он. Первый был у меня сценарий какой? Лонги такие. И второй сценарий. Заберем buy-side ликвидность и шорты. Да. Когда у вас уже есть два сценария, и эти два сценария должны опираться на алгоритмическую структуру. Не на кофейной гуще надо это все делать. Надо, чтобы была структура, четкая структура. Итак, у нас структуры здесь были rejection блоки. Вот, потому что нету имбалансов и ордер блоков. Единственное, чем можно было работать, это rejection блоки. Вот я как раз таки отметил эти rejection блоки на прошлой неделе и построил на базе этих rejection блоков свой сценарий. Два сценария, бычий и медвежий. И ожидал, как новая неделя будет работать с этими уровнями, которые я заранее уже отметил у себя до начала открытия новой недели. И здесь вот что происходит. Вот понедельник. Значит, нам лонговый сценарий мы убираем сразу. Почему сразу лонговый сценарий отпал? Потому что с открытием новой недели цена начала двигаться в лонговом направлении. Поэтому лонги отпали. Лонги отпали. Почему лонги отпали у меня? Потому что первое движение в начале недели, оно всегда в основном будет ложным. Ложным. Это должно быть манипуляцией. И поэтому вот это движение я оценивал как манипуляционное движение. Так, я давайте разделю неделю, чтобы... Вот. Здесь начинается новая неделя теперь. Для тех, кто может сказать то, что ты сейчас показываешь на истории, да, если кто-то новенький присоединился, посмотрите сначала прошлый мой рекап, и потом возвращайтесь на стрим. Вот это все движение я уже делал прогноз заранее, еще за неделю, вот это все движение. Поэтому я имею полное право теперь показывать это все, то есть подробно объяснить вот это ценовое движение на истории, чтобы студенты поняли, и как потом дальше самим можно было делать анализ. Итак, значит, если первое движение у нас пошло в лонг, то у нас сценарий формируется вот этот. Сначала buy, зачистка, потом sell. И тут мы теперь должны подключить к нашему анализу наш weekly профилинг, то есть недельный профилинг. Да, мы знаем, какие виды недельных профилей существуют, и должны теперь сопоставлять, какой недельный профиль здесь потенциально может развиваться. Мы увидели, понедельник был в консолидации, вторник тоже не произошло никакого сильного смещения
во вторник цена осталась относительно понедельника внутри диапазона. Вот мы все равно закрылись, вернулись и закрылись около вот этого хая понедельника. Не было сильного смещения. То есть, значит, понедельник и вторник, они находились в аккумуляции. И ключевой день теперь настает среда. Если у нас вот этот сценарий должен развиться, то это самый последний день, да? То есть не последний, а предпоследний день. С большой вероятностью, где может сформироваться разворот недели. И тут надо было просто внимательно следить теперь, как будет развиваться структура до нью-йоркской сессии. И здесь было понятно, вот, допустим, это М15, вот еще до Нью-Йорка, если мы сделаем, просто отрежем Нью-Йорк, вот пока мы не знаем, вот такое движение сформировалось. Тут мы видим, что Азия в консолидации, да, допустим, но начало дня было какое? Вот это было сильное смещение было. Потом только началась консолидация. Окей. Это можно взять как бы либо X, либо аккумуляция. Здесь мы сомневаемся еще, да. Затем формируется Q2 дня по квартальной теории. Q2. И внутри Q2 формируется снова аккумуляция, но через low resistant ликвидность. Мы формируем, вот здесь фармится low resistant ликвидность. И тут мы должны задать вопрос, зачем алгоритм формирует эту ликвидность для будущего своего движения. Если фармится ликвидность такая, то впереди ожидается сильное импульсивное движение. Именно для этого движения и фармится вот такая ликвидность. Так. Вот это все, это low resistance ликвидность. Для чего? Мы всегда должны задавать вопрос. Если мы видим такую структуру, то скоро намечается сильное импульсное движение, чтобы сбрить вот эту всю ликвидность. И тут мы теперь внутри дня подключаем наш снова профилинг, но только daily профилинг. И должны посмотреть, на какой профиль дня больше подходит такая структура. Я в закрытом канале написал еще заранее, да, то, что... Сейчас покажу. У нас среда было 3 число. Так. Вот здесь я написал, смотрите, профиль дня пока что очень близок к Нью-Йорк Reversal, да, либо Нью-Йорк Manipulation and Expansion. Значит, если Нью-Йорк Reversal, мы должны развернуться в Нью-Йорке в sell. Если даже Нью-Йорк Манипуляция Expansion, мы должны сначала сделать одну манипуляцию в buy side, манипуляционное движение в buy, затем развернуться в sell. Нет, я никогда не говорил, что в квартальной теории есть профиль AAMD. Кто-то, может быть, рассматривает такой вариант, но я придерживаюсь классической модели XAMD, либо AMDX. Все. Для меня больше никаких моделей не существует. Ни AAMD, ни DDAMD или что-то другое. Такого нет у меня. Я не рассматриваю такие моменты. Я работаю вот только по этой структуре. И эта структура меня никогда еще не подводила. Поэтому не надо придумывать велосипед заново, да, и усложнять себе работу. Наоборот, надо упрощать. Если что-то есть, надо всегда его упрощать и облегчать себе работу. AMD, не знаю такого профиля.
Окей, теперь да, два здесь варианта. Либо вот структура здесь у нас есть. В Нью-Йорке либо ожидаем манипуляцию разворот, да, либо сразу разворот отсюда в sell. То есть вот такое движение сразу в Нью-Йорк sell. В общем, здесь уже все, структура подсказывала, куда надо двигаться в Нью-Йорке. И поэтому, когда еще цена находилась вот здесь в Нью-Йорке, я написал вот 17-15 это за час до открытия, за 1,5 часа до открытия Нью-Йоркской сессии, за 1,5 часа. Я уже прогнозировал, что такое движение будет. И как мы увидели потом, да, вот произошло тоже то, что я сказал. Здесь было манипуляция в Нью-Йорке и расширение в sell side. Расширение в sell. Эту часть я уже вам объяснил. Здесь была отложенная доставка, deferred delivery. Здесь была отложенная доставка. Вот. Вся эта область. Вот эта область, это отложенная доставка была. Это один из лучших, можно сказать, паттернов для торговли. Потому что, если вы знаете, где заканчивается отложенная доставка и начинается продолжение основной доставки, то вы можете поймать самый лучший момент для торговли. То есть вот это движение, оно всегда будет у вас импульсивным, стремительным и агрессивным. То есть если вы здесь где-то зайдете в сделку, то take profit у вас отработает очень быстро. Вам не нужно будет ждать там, часами, там, либо днями. Окей, давайте теперь будем разбирать каждый день по отдельности. Я думаю, смог объяснить структуру, да, как двигалась цена внутри недели, на что надо было обращать внимание. Прежде всего, мы должны были работать внутри дней на 4-часовом таймфрейме, и он показал нам структуру. Вот если удалим вот чистый график, сделаю вот так. Вот чисто если смотреть на структуру и делать анализ структуры. Первое, что здесь у нас бросается на глаза, это вот этот swing low, уровень слома структуры через МСС. Это на 4-часовом таймфрейме. Но вот эта 4-часовая маленькая свеча, ее можно не считать за медвежью свечу. Поэтому мы берем вот эту серию бычьих свечей и отмечаем вот это начало вот этого движения. Это будет уровнем циста. Затем мы должны отметить слом по МСС. Вот у нас был слом по МСС. Так, 4-часовая. Если на час перейдем, на часовом таймфрейме, так, у нас цист был бы вот тут вообще. Самый ранний слом мы бы здесь могли поймать. На часовом таймфрейме, если просто рассматривали бы график, вот структуру, вот тут было бы понятно, что слом структуры у нас уже произошел. Где этот цист? Вот он. И подтвердили вот тут слом по МСС. Подтвердили слом по МСС. Почему маленький? Так, 18. Нам нужно было бы увидеть вот это было бы достаточно, чтобы поймать вход в sell side. Вот как я говорил, то, что после слома, либо через ЦИС, либо через МСС у нас формируется всегда один имбаланс. И самый отличный вход у вас будет всегда от теста этого имбаланса.
Вот вам, пожалуйста, имбаланс. Это самая лучшая зона была бы для входа. И где этот имбаланс формируется? Снова отложенная доставка. Вот. Мы пришли здесь на диапазон 4-часового имбаланса. Почему он не отражает? Потому что мы перекрыли его, да? Сейчас мы сделаем вот так. Вот. И как раз вот у нас 4-часовой имбаланс. Вот он. И здесь уже, смотрите, это уже комбинационный анализ структуры называется. Вот у вас слом есть, здесь подтверждение слома. После подтверждения слома у вас есть тут еще и цист. Сейчас это уберем. Где? Что за линия вот эта? Откуда она вышла, бля? Не понял. Ладно, в общем. Так, у нас есть слом. После слома даже есть confirmation. То есть есть такое понятие confirmation, то есть подтверждение слома структуры. Вкратце это называется confirm. Вот, у нас есть confirm. Это сильный сигнал, что все это вот тут 100% разворот тренда здесь уже сформировался. Был цист, был МСС, был подтверждение confirm. Затем мы пришли на диапазон 4-часового имбаланса, сформировали rejection блок. Те, кто знает отложенную доставку, вот тут мой самый отличный момент для входа поймать Silver Bullet. И те, кто зашел здесь, они бы поймали самое вкусное движение. Так, 4. И тут то же самое, да, снова цена двигалась внутри, здесь по медвежьему order flow. Вот у нас имбаланс сформировался, здесь сделали тест и бам, упали. Вот тут то же самое. Тут 4-часовой. Здесь имбаланса нет, но есть на часовом таймфрейме имбаланс. Вот он. Пришли, сделали тест, и мы видим то, что цена закрывается ровно на уровне эквилибриума, то есть 0,5, и не смогла выше пробиться. Теперь вот здесь урок Daily Bias тоже вам пришел бы на помощь. Кто смотрел, чисто по анализу закрытия свечей здесь могли бы поймать шортовое движение. В шорт, потому что вот эта свеча закрылась внутри этой, и здесь смещение было. И можно было заходить уже вот со следующей даже, либо даже отсюда, чтобы поймать вот это все расширение шортовое. Окей, давайте теперь разберем на торги в этой неделе наших студентов. И мои торги к этому тоже будем подключать. Так, начнем с понедельника. Буду показывать только нью-йоркскую сессию. Только Нью-Йорк. Сейчас я сразу до 9:30 здесь отмотаю. 9 часов, вот он. Так, М15 перейдем. Вот тут осталось совсем чуть-чуть. Осталось 15 минут до... Нет, вот тут. Опа.
Здесь 15 минут осталось до открытия Нью-Йоркской сессии. Итак, мы должны теперь посмотреть, что у нас было сформировано до открытия Нью-Йорка. Так, почему это... вот, как раз таки это движение здесь есть. Это S&P 500 и Dow Jones. Сделаем вот так. Итак, надо смотреть, есть ли SMT дивергенция уже. Да, мы можем увидеть, здесь уже вот сформировалась SMT дивергенция. Вот пока что временно хотя бы. Да. Почему? Потому что мы сняли sell-side ликвидность, и здесь 15-минутная свеча закрывается внутри предыдущей свечи. Давайте посмотрим, как с открытием Нью-Йорка цена будет двигаться, что она сделает. Здесь открылся Нью-Йорк. Так. С открытием Нью-Йоркской сессии цена сразу стремительно ушла в лонговое движение. Лонговое. Вот так сделаем. Это тоже на 5 М5 переключим. Но разница лишь в чем? Разница в том, между S&P 500 и NASDAQ. S&P 500 сделал еще более глубже откат. Вот. На открытии Нью-Йоркской сессии. На NASDAQ этого не было. У нас, значит, уже есть SMT моментум есть. Если на M1 это рассмотрим. Так. И теперь важный момент. Вот тут у нас, если происходит, допустим, потенциальный слом структуры, вот это мы возьмем за потенциальный слом по МСС, мы должны увидеть, что displacement candles, вот тут, должны увидеть, и внутри этих displacement candles мы должны увидеть имбаланс. Мы видим то, что, смотрите, здесь нету никакого имбаланса. Не сформировали. В таких ситуациях цена будет делать глубокий откат до ордер-блока. Ордер-блок лучше отмечать на чуть старшем таймфрейме. Если мы работаем на M1, я перейду на M5, и там уже отмечу свой ордер-блок. Вот эта свеча у меня будет теперь работать как ордер-блок. Отметил этот ордер-блок. Так, и цена должна сделать глубокий откат в диапазон этого ордер-блока и оттуда продолжить свое движение. Если вот тут мы потому что подтвердили слом структуры. Мы видим, вот цена не смогла перебить диапазон ордер-блока. Вот тут можно открыть лонговую позицию. И теперь смотрим на структуру теперь. Как структура здесь внутри дня была сформирована. Вот здесь была чистая аккумуляция. После аккумуляции у нас всегда следует фаза манипуляций. Вот манипуляционная фаза. Это аккумуляция была. Значит, если аккумуляция, манипуляция, то дальше должна быть дистрибуция. Значит, мы сделали анализ по PO3. Теперь сделаем анализ по MXM модели. Значит, вот тут у нас фаза оригинальной консолидации. Вот она. Так, оригинальная консолидация. Здесь первая фаза реаккумуляции. И тут формируется SMR-фаза. Да? Теперь, зная, что это MMXM модель, я могу таргетироваться на вот этот, на оригинальную консолидацию. По концепции MMXM моделей мы работаем всегда с фазой оригинальной консолидации. Вот она. И она будет первым таргетом для меня здесь. Так. Длинная позиция.
Стоп ставлю за этот лоу и таргет сюда. Плюс, ребята, почему мы не перебили вот этот ордер блок? Вот смотрите, если взять на М1 на минутном таймфрейме, то у нас будет вот ордер блок. Вот. И уже можем здесь взять дополнительное подтверждение от самого алгоритма. Почему? Потому что, смотрите, вот у нас 0,5, да? Если мы это отметим как ордер блок, то эквилибриум этого диапазона будет у нас mean threshold. То есть mean threshold это 0,5 уровень. И как закрывается свеча? Обратите внимание, как здесь закрывается свеча. Над этим уровнем. Это является подтверждением. Это алгоритмическая сигнатура. То есть сигнал алгоритма. И если вы научитесь читать правильно эти сигнатуры, то есть сигнатура это в переводе с английского подпись, да? Это подпись алгоритма. Следы алгоритма, можно сказать. И если вы научитесь читать эти следы, то вам будет проще ориентироваться внутри ценового движения. И вам будет проще делать анализ того, что куда будет направлено следующее движение, будущее движение. Вот тут мы выполнили вход. Стоп поставили бы вот сюда за этот swing low. Почему за этот swing low? Потому что он защищенный свинг. Это protected low. Protected, потому что он снимает ликвидность и формирует у нас SMT дивергенцию. И поэтому он является защищенным, protected low. Вот. И этот low не должен быть перебит. Если его цена перебьет, значит мы неправильно определили bias. И нужно здесь сделать заново анализ, пересмотреть наш bias, если цена перебьет этот low. Так, перейдем на М5 или на М15. Так, здесь тоже на М15 переключу, чтобы быстрее все это перегнать. И мы видим то, что, видите, сразу цена пошла по направлению нашего таргета. Значит, мы все сделали здесь правильно и все правильно определили. Бам, достигли таргета. И если сделаем анализ теперь это через Measuring Gap, вот, пожалуйста. Вот первый таргет мы бы точно здесь отработали бы. Если сюда подключили бы уже наш инструмент Measuring Gap. То есть, когда у вас есть MXM модель, и вы торгуете на all-time high, вы знаете, что цена с большой вероятностью перебьет вот этот high и продолжит движение. Но вы не знаете, как дальше, куда таргетироваться, потому что здесь пустота, здесь пока ничего нету. Вот. Пока ничего нет, куда таргетироваться здесь, когда нету с левой стороны ничего. Вот в таких ситуациях мои студенты знают уже, как надо таргетироваться. Да? Мы подключаем наш инструмент Measuring Gap и делаем анализ, то есть прогнозируем потенциальное движение цены, докуда цена может дальше пойти. И если мы поставили бы таргет сюда, то мы бы прихватили бы довольно-таки большое движение, можно сказать, все движение, потому что отсюда цена уже потом развернулась. Таким образом, в понедельник могли бы здесь проторговать. Да? Давайте посмотрим сделки теперь студентов наших, которые торговали в понедельник, и как они делали свой анализ. Так, значит, понедельник это было 1 число. Так, это среда, это вторник, вот понедельник. Вот. Так, сделаем вот так. Так, значит, нашу торговую неделю открыл Corrado. Вот его сделка. Так, открою на большой экран.
Итак, он поймал здесь уже... это Нью-Йорк PM сессия была. Да? Нью-Йорк PM сессия. Уже конец дня, и он поймал шартовое движение. Вот это. И смотрите, как красиво. Это 5-минутный таймфрейм, где он зашел. Стоп короткий, максимально короткий, но зато прибыль, да, соотношение РР здесь просто дикое. Страшное. Вот здесь он, допустим, риск, если бы просто потенциально, просто представим, что он здесь, допустим, он рисковал 10 долларами, да, 10 долларов риск. Вот здесь он зашел, и стоп-лосс ставит вот здесь минус 10 долларов. То есть рискует, значит, 10 долларами. И его движение, вот это все, составляет вот 14. То есть 10 долларов умножаем на 14. 140 долларов получается, верно? То есть он заработал, рискуя 10 долларами, 140 долларов. А если здесь он рисковал, я не знаю, никто не знает, с каким депозитом он здесь работает, но примерно. Если он рисковал 100 долларами, да, 100 долларов положил в риск, и 14 РР, он здесь заработал 1400 долларов. На одной сделке. 14 РР. Хорошая сделка. Это Александр. Он здесь поймал... Так, 9.30. Он здесь поймал как раз-таки шортовое движение до открытия Нью-Йорка. До открытия Нью-Йорка. Это было вот это движение. Сейчас я спущусь на М3 и покажу вам. Вот это движение он поймал. Как раз манипуляцию. У нас была аккумуляция здесь, фаза аккумуляции. Затем манипуляция была. И он поймал здесь как раз-таки вот это движение, манипуляционное движение. Так, это Александр. Затем это Ибрай. Он делал здесь анализ сначала. Прогноз был. Вот. Как он видит это все в понедельник. И его этот прогноз, мы увидели, да, то, что на графике он уже отработал. Это было где? Сейчас я вам покажу. Так, здесь Азия и Нью-Йорк. Так. Вот тут. Он вообще вот в Лондоне поймал вот это движение. Все. Сейчас я удалю лишнее. То есть его позиция была здесь вот так открыта. На sell side. Вот. Это S&P 500 даже. Он на S&P 500 торговал. На S&P 500 у нас было еще лучше движение. Да, вот. Он вот это движение отсюда зашел. Вот отсюда он выполнил вход после манипуляции и поймал вот это движение. Ну, смотрите, ну, красиво. Вот. Здесь все отмечает, ЦИС, склон, все, что необходимо, он получил и выполнил вход. Окей, дальше. Это Серджио. Так, на NASDAQ делал анализ. Он уже после манипуляции заходил на buy. Как я показал в анализе, он зашел на buy. И take profit, вот оригинальная консолидация, high оригинальной консолидации был. И вот его анализ. Вот. Как раз таки здесь он отмечает кривую MXM модели продаж и покупок. И take ставит, как я и рекомендовал, видите, на тело 15-минутной свечи, чтобы наверняка точно поймать свой take profit. Хороший анализ. Дальше, Никита.
Поймал уже под конец движения, конечно. Трейд небольшой, но хоть что-то. Ну, естественно, надо довольствоваться тем, что ты заработал, а не потерял. И вот аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Видите, все студенты видят одинаково рынок. И это хорошая база, потому что когда все видят одно и то же, то есть делают анализ на базе одной системы, то ошибки, если кто-то допускает, видят все и могут исправить каждый. То есть если студент новичок, и он пока допускает какие-то ошибки, то его другие студенты, более опытные студенты, могут исправить, потому что работа осуществляется на базе одной системы. Все проходят одно и то же обучение и обучаются торговле по одной понятной системе. Так, это Сакен, наш самый младший школьник. Вот его анализ. Вот здесь его скрин от MetaTrader. Здесь не очень видно. Вот тот он выполнял вход. И вот take, он уже здесь работал через Measuring Gap. Потому что его take стоит. Сейчас я вам покажу, где он стоит. Take его стоял вот прям таки как раз в конце вот этого движения. Вот такое было у него. Сейчас, где он? Так, вот он. Вход был вот тут. Вход был вот тут. Это какой таймфрейм? Я не могу здесь разобрать. Вот, допустим, где-то отсюда он зашел, но зато поймал почти все движение. Вот это все движение он поймал. 17-летний парень. Молодец, просто честно, завидую искренне белой завистью, потому что если бы у нас были бы такие возможности в 17 лет, то к настоящему моменту я был бы давно уже миллиардером. Дальше идем. Так, это мои сделки. Вот. Я поймал здесь на самом дне. Затем добавил позицию, еще добавил, и тут еще добавился. Такое я не рекомендую вам, пока у вас нет опыта торговать. То есть торговлю через пирамидинг рекомендуется только опытным трейдерам. Иначе есть большой риск слить весь депозит. Весь депозит можно слить. Не знаю, честно, у кого. Это информация у меня из приобретенных мною курсов, которые я покупал. По Measuring Gap, по Swing Trades. Не знаю, есть ли вообще в YouTube такая информация на открытых источниках. Так. Дальше. Это моя сделка была. Потом здесь вот объяснял свою логику. Мы торгуем в основном расширение. Мы торгуем не сессией, мы торгуем расширение дня, то есть фазу дистрибуции. Если дистрибуция начинается с лондонской сессии, то торги начинают студенты с Лондона. Но из-за того, что большинство дистрибуций, они приходятся всегда на нью-йоркскую сессию, то большинство студентов торгуют только в Нью-Йорке. И этого достаточно. Если вы просто сделаете анализ торговли на индексах, то вы увидите, что все основные движения происходят в сессии Нью-Йорк. И в то же время нью-йоркская сессия является одной из самых сложных сессий для торговли, потому что в открытии сессии, с началом открытия сессии происходят просто нереальные манипуляции. Вот, допустим, если просто разобрать тут открытие сессии Нью-Йорка, вот она, вот. Здесь было сначала бычье движение, потом медвежье. Потом вот здесь цена вообще ушла в аккумуляцию. Да? Вот эти маневры, они специально делаются, чтобы выбить большинство трейдеров. Я сам очень боялся в начале, торговать в Нью-Йорке, потому что
в Нью-Йорке было всегда агрессивное движение, во-первых. Если вы, допустим, зашли, вот тут открыли позицию в лонговом направлении, то смотрите, как здесь свечи, какие свечи. Сразу импульсивные движения происходят в Нью-Йорке. И вы тут не сможете сориентироваться, потому что каждое движение, оно импульсивное. Вот на минутном таймфрейме, смотрите, сравните вот эти свечи тут и эти свечи в Нью-Йорке. Тут агрессивная торговля происходит, и быстро сориентироваться тут сложно. Во всяком случае, я попадался всегда в начале на Нью-Йорк, поэтому я потом старался минимально торговать в Нью-Йорке, максимум я выжимал в Лондоне. То есть лондонскую торговлю я выучил, можно сказать, идеально. И кто, если следит за моим телеграм-каналом, либо кто следит за мной на Discord сообществах, то вы могли заметить то, что в начале у меня большинство скриншотов, да, которые я выкладывал, они были торги на лондонской сессии. Но потом я углубился в изучение торговли в нью-йоркской сессии и выучил ее полностью. И сейчас уже торгую только в Нью-Йорке, потому что торговля в Нью-Йорке, вы сами видите, да, дистрибуции, большие движения происходят именно в Нью-Йорке. И если вы поймаете это движение, то заработаете очень хорошую сумму, даже с минимальным лотом. Вот, пожалуйста, вот лондонская сессия, какое движение, и вот Нью-Йорк. Торговля в Нью-Йорке, большинство трейдеров, если пытался торговать на индексах, они, я точно уверен, сливали в Нью-Йорке, потому что индексы, они агрессивные. Многие боятся торговать с индексами из-за того, что именно они ходят агрессивно. Но плюс этого еще в том, что за короткий срок, если вы хорошо овладели торговлей в нью-йоркской сессии, то за короткий срок вы можете поймать большое движение и сделать хороший процент к своему депозиту. За короткий срок. Так, дальше. Кто у нас там был? Вот, Павел. У Паула всегда красивое оформление чартов и детальное объяснение ценового движения. И вот Павел тоже поймал лонги на самом дне. На самом дне. И вот его отработка, пожалуйста. Красиво. На NASDAQ. Вот, полная. Зашел и тейк. Где он тейк поставил? Вот здесь? Да. И также он торговал и на S&P 500. Вот. Buy. Здесь закрылся. И второй таргет здесь закрыл. Самое начало движения было вот здесь. Вот. Начальное движение. Открыл лонги. Здесь закрылся. Частично. Затем добавил позицию. Здесь еще добавил. И вот тут пошло закрытие уже. Ну, это уже приходит с опытом. Это на опыте торгует. Кстати, этот студент Павел, он один из двух моих студентов, который после прохождения курса приобрели именно то, к чему приходят все в трейдинг. Да? Все в трейдинг приходят приобрести финансовую свободу. Да? Чтобы не зависеть от работодателя, чтобы не зависеть от работы и работать чисто для себя. Да, все приходят, я думаю, большинство приходит именно за этим. И я могу с гордостью теперь говорить, хвастаться тем, что двое из моих студентов уже приобрели, то есть достигли этого уровня.
достигли благодаря, в первую очередь, своим стараниям, да, дисциплине, риск-менеджменту и системному обучению. И я горжусь то, что я смог сформировать такой курс, который дает людям возможность, дает людям шанс приобрести именно это, то есть финансовую свободу. Дальше я уверен, то, что и остальные поэтапно будут приходить к этому. То есть постепенно, если сам человек не откажется, не сдастся от этой мечты, то у него в руках уже есть карта, есть уже проложенная дорога, по которой нужно просто пройти этот путь. И конец этой дороги приведет тебя к финансовой независимости. Потому что в первую очередь этого я сам достиг через свой опыт, потом поделился именно этими знаниями, этим путем со своими студентами. И уже 2 из моих студентов, пройдя этот же путь, достигли этого уровня. За ними идут и другие. И я уверен, что в следующих видеорекапах я буду тоже называть их имена. Те, кто, если уже будет поделиться с нами, конечно же. Есть те, которые просто тихо торгуют, может быть, уже достигли этого уровня, но по природе своего характера некоторые люди не любят афишировать это все. Они любят тишину, чтобы чем меньше знают, тем лучше и спокойнее им живется. Есть такие тоже. Может быть, среди студентов есть и такие, кто уже достиг, но просто скромно себя ведет и не хвастается, не орет. Не обязательно хвастаться и орать. Просто если поделиться этим, это мотивирует и других людей, других студентов, которые идут по их стопам, которые пришли сюда именно приобрести эту финансовую независимость. То есть они будут своего рода маяками, на которых уже будут ориентироваться другие студенты. Да, я был бы рад сделать совместный стрим с Павлом, надо с ним обговорить этот момент, потому что его понимание ценового движения, алгоритма, я думаю, что в топе среди студентов. Может быть, есть кто-то и другие, просто они не делятся, если делать анализ именно по работе студентов, по их чартам, я бы поставил на первое место именно работу Павла и его понимание. И я был бы рад сделать совместный стрим с ним, чтобы тоже он, потому что у него тоже довольно-таки большой багаж опыта в трейдинге. И в частности, в части психологической стороны он тоже может очень много чего сказать, помочь и рассказать. Окей, продолжим наш обзор. Дальше, значит, это у нас вторник. В Азию, в Лондон не торгуем. До Нью-Йорка будем так. Если Павел, конечно, согласится, и он будет заинтересован в таком формате, и, конечно же, сделали бы такой стрим. Думаю, это будет интересно всем. Потому что спрос есть, видите, спрос есть, оказывается. Итак, до Нью-Йорка у нас вот такая, так сделаем. Итак, до Нью-Йорка, ситуация до Нью-Йорка. Так, что мы здесь можем увидеть? Значит, азиатская сессия, она была продолжением этого расширения, откатного движения в sell. Так, посмотрим, что у нас произошло тут. Значит, M15. Мы можем увидеть то, что здесь была SMT, дивергенция уже сформировалась на Азии. Это ключевой момент. SMT, Hayden SMT было сформировано.
Так, вот. Hidden SMT. Вот так. Значит, SMT между днями у нас есть. Это сильный сигнал. Затем у нас, начиная с лондонской сессии, формируется консолидация, аккумуляционная фаза. И в Нью-Йорке вот тут мы можем уже смело ожидать манипуляцию. Если манипуляция будет в buy, то нам нужно заходить в дистрибуцию в short. Если манипуляция будет в sell, то нам нужно заходить в дистрибуцию в buy. И тут, пожалуйста, открывается нью-йоркская сессия. На M1 мы это можем увидеть. Вот. И манипуляция происходит на sell side. Вот. В sell side мы делаем манипуляцию. До этого мы уже сформировали здесь range. Можем теперь измерить, был ли тест у нас дискаунта. Пожалуйста, премиум дискаунт. Мы пришли в дискаунт. Теперь смотрим, откуда цена отталкивается в дискаунте. Включаем 15-минутный таймфрейм. И значит, мы видим, что это диапазон 15-минутного имбаланса здесь. Вот. Значит, все здесь. Так. Значит, идеальное положение, идеальное все здесь сформировалось для лонгов. Вот тут. Чтобы поймать лонговое движение, здесь все идеально было сформировано. И тут нам нужно теперь увидеть слом. Вот здесь у нас уровень цист. Так. Так, сделаем вот так. Окей, цист есть. Можно попробовать теперь прямо отсюда открыть buy позицию. И куда мы здесь можем таргетироваться потенциально? Потенциально можем таргетироваться уже на previous day high. Вот этот уровень. High предыдущего дня. PDH. Вот, previous day high. Почему? Потому что эта MXM модель здесь формируется. Вот эта кривая продаж, и здесь кривая покупок формируется. Поэтому take я бы поставил сюда. Стоп за этот swing low. И вот так. И я посмотрел бы теперь, как это все дальше формируется у нас. Здесь уже дальше уже просто идет сопровождение сделки. Вот зашли бы здесь. И дальше откатное движение. И бам, отработка. Пожалуйста. И у вас РР был бы здесь 1 к 6 потенциально. Да, потому что мы знаем, что цель всегда чуть-чуть выше уходит. Вот тут 1 к 6. Смело могли бы заработать. И анализ был бы вот быстрый на PO3. Снова аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Опс. И дистрибуция. В начале, когда я начал свой путь в трейдинге, я смотрел некоторые уроки в русскоязычном сегменте, и там объясняли, что все вот это, все эти движения формируют покупатели и продавцы. Да? Бычьи свечи формируют покупатели, медвежьи свечи формируют продавцы. Если вот эта свеча, значит, здесь продавцы продавали, и цена поэтому упала. Да? Сейчас, зная, как работает рынок, я могу вам сказать точностью, ценовое движение не формируют ни продавцы, ни покупатели. Нет. Вот это все двигает алгоритм.
алгоритм. Если бы, как говорили некоторые гуру трейдинга, что ценовое движение формировалось бы по воле продавцов и покупателей, да, то мы бы никогда не встречали бы повторных паттернов, либо шаблонных движений. Потому что когда люди сами делают, да, торгуют либо продают, то всегда происходит разное движение в рынке. Потому что когда в некоторых моментах должен быть объем большой, в некоторых низким, количество покупателей иногда бывает высоким, меньшим. И ценовое движение не должно повторяться в таких ситуациях. А если посмотреть, вот это все ценовое движение, оно циклично, оно повторяется. И это подтверждение тому, что все это алгоритмично. То есть все это на основе программы. Программа двигает этим рынком. Итак, мы здесь поймали вот это движение. И давайте посмотрим, как отработали во вторник студенты, какие трейды у них были. Итак, вот вторник, начинается вторник с моего трейда. Итак, я здесь вот поймал, зашел в лонги и тейк ставил на уровень 30659, 30660. Вход был на уровне 30530. Отметим, где это было. 30530. Так. 30530. Вот тут. Вот 30530. Вот здесь было. Что у нас тут было? На М3. Пожалуйста, 30530 это уровень циста. Вот здесь был цист. И от теста этого циста был выполнен вход. Take Profit ставился на 30. Куда? 660. 30660. Вот сюда, как раз таки. Мой трейд был вот такой. Так, ставь сюда. Вот это движение я поймал, потом здесь добавился еще. Потому что я сам пришел в рынок уже позже зашел, не в начале Нью-Йорка. Вот. Но несмотря на это, вот прибыль 755. Дальше это Павел. Он торговал на Dow Jones. Здесь он поймал так шорт. Но здесь закрылся, да, по-моему, преждевременно. Это его анализ. Да, вот его шорты. И попробовал оседлать US30. Затем вот US500. Он зашел на уровне 30253. 30253. Он еще раньше. Вот здесь он поймал. Да. Так. Значит. 30253. Вот. Вот тут он выполнил вход. И это было еще в понедельник. И он держал эту позицию. Вот отсюда. Так, где он? Вот. Да, вот это было в понедельник. Потом цена сделала глубокий откат. И тейк стоял вот тут. Да. $9 миллиардов человек не ходят в туалет или
поверьте, хоть будет 100 миллиардов, они никаким образом не смогут повлиять на ценовое движение в данный момент, потому что уже давно рынком управляет алгоритм, то есть программа, искусственный интеллект. Сейчас уже точно искусственный интеллект, и поэтому хоть это будет 100 миллиардов человек, они никаким образом не смогут повлиять на это. Бывают исключительные моменты, когда, да, когда крупные, слишком крупные маркетмейкеры начинают продавать, то в таких ситуациях, да, это уже называется ручное вмешательство. Но когда не происходит ручного вмешательства, то все это ценовое движение контролируется именно искусственным интеллектом, алгоритмом. И вот это движение было от Павла. Он поймал это движение. Вот это движение было. Так, здесь уже это Ибрай. Так, он здесь вошел, тут стоп был. Так, почему? А что, стоп не отработал здесь, что ли? Или, я думаю, здесь, когда он зашел, потом цена, когда уже чуть ушла туда, выставил стоп сюда. Да. И вот его тейк. Вход был чуть-чуть рано выполнен, но, несмотря на это, все равно идея сама отработала вся. Так, это не надо. И здесь, что я показал? 30660, да. 30660, как раз таки вот этот уровень, да. И смотрите, на что я хотел бы привлечь ваше внимание. Так, перейдем на N5. Вот этот уровень я выставил. И отсюда как раз таки вот цена, когда дошла до этого уровня, цена потом пошла на откат и в консолидацию. И здесь уже дальше в нее PM мы не торгуем. И тут потом уже день закончился. И самое интересное то, что как правильно выставлять свои таргеты, чтобы ты мог максимально выжать все движение из рынка. Как вы видите, вот цена 30660, именно отсюда цена развернулась. Сначала сделала потом откатное движение и ушла в консолидацию. Нет, 100 лет назад не торговали алгоритмы, 100 лет назад торговали люди. Тогда в те времена рынок, вот эти все графики, они как бы формировались на основе реальных торговли реальных людей, не алгоритма. Поймите одно. Трейдинг, да, вообще трейдинг, все вокруг трейдинга, оно строится на огромных суммах. Мы, розничные трейдеры, это капля в океане. На самом деле здесь циркулируют такие огромные деньги, мегакорпорации, триллиарды долларов. И теперь вопрос. Допустим, просто одна компания, которая имеет триллиарды долларов. В наше время, когда мы живем в эпоху информационных технологий, искусственного интеллекта, то если бы, допустим, вопрос вам, вы бы были бы главой такой корпорации, что бы вы в первую очередь сделали бы? Вы бы наняли бы самых лучших и специалистов, разработчиков в IT, чтобы спрограммировать, проструктурировать все рыночное движение. Чтобы вы не зависели от человеческого фактора. Чтобы всю работу выполнял компьютер, искусственный интеллект, который допускает наименьшее ошибок.
И такое делают то же самое. Если бы вы додумались бы до этого, я додумался бы до этого, то вы думаете, что вот эти менеджеры, топ-менеджеры, которые управляют этими крупными деньгами, они просто сидят, страдают фигней, они уже давно впереди всех. Любой разработчик, если кто-то придумал, да, что-то новое, программу, там, допустим, искусственный интеллект, они идут куда? В крупные компании продать свой продукт. Вот, допустим, вот один индекс S&P 100, вот NASDAQ, да, это 100 технологических компаний США. Сюда входит Apple, Nvidia, Microsoft, Google. Вы представьте капитализацию теперь одного индекса. Это огромные триллиарды денег. И вы думаете, эти люди не привлекли в эту сферу самые как бы передовые технологии, чтобы управлять рынком через искусственный интеллект, либо через компьютер. Это уже давно произошло. Так, это у нас был вторник, значит, мы поймали это движение вторника, здесь трейды. Так, это какое число? Это первая сделка была, потом, значит, у меня тут еще вторая, вот она была. Я тебе показал, это отработка. Тут я оставил одну позицию открытой, и таргет уже выставил выше, 30717. 30717 позиция была. Так, вот здесь это было. И моя сделка, которая первая здесь открыта, я ее оставил. И таргет просто передвинул вот сюда. В надежде, придет ли цена сюда, либо нет. Но после глубокого отката цена пришла сюда. Давайте рассмотрим это 15-15. Вот здесь цена развернулась, чуть-чуть не дойдя до этого уровня. Так, 17, да. Вот. Чуть-чуть не дойдя, развернулась, обратно вернулась в диапазон туда, откуда я зашел. Но потом мы достигли этого таргета. Вот. И мы здесь уже среда, самый ключевой момент, да, когда надо было уже делать анализ всей недели и уже делать потом прогноз, какое движение нас ожидает на оставшийся конец недели. И тут можно было, да, невооруженным взглядом здесь увидеть то, что мы здесь сформировали low resistant ликвидность. Вот отсюда, вот начиная отсюда, все эта ликвидность была сформирована. Плюс, если мы посмотрим на дневном таймфрейме, тут у нас остается вот этот дневной rejection блок, который у нас был магнитом, да, RB. Теперь, имея ликвидность, которую мы сформировали до среды, имея наш магнит в виде дневного rejection блока, в среду можно было бы уже ожидать разворот недели. И плюс ко всему, вот у нас здесь имеется открытие, уровень открытия Weekly Open. Weekly Open. Цена как раз находится относительно этого уровня в премиуме. Плюс мы здесь зачистили всю ликвидность, но на S&P 500 цена не сделала это. Мы тут сформировали уже SMT-дивергенцию.
Вот тут уже сформировано. Между вторником и средой у нас есть SMT-дивергенция на дневном таймфрейме. Значит, мы можем ожидать, что цена здесь может развернуться с большой вероятностью, и начнется охота именно за этой ликвидностью. И поэтому здесь я уже работал в шортовом направлении. И тут до Нью-Йорка мы недавно разбирали, да, то, что здесь у нас снова сформирована low resistance ликвидность. Для чего она сформировалась? Для будущего импульсивного движения. И значит, с открытием Нью-Йорка мы должны увидеть одно манипуляционное движение, обманное, затем уже увидеть слом в шортовом направлении и войти в сделку. Здесь было ложное движение обманное. Вот. И тут как раз таки с открытием Нью-Йорка мы полностью зачистили ликвидность buy-сайда. Вот. Buy-сайд ликвидность зачищена, но на S&P 500 мы этого не сделали. Здесь алгоритм еще раз подтвердил через SMT-дивергенцию. У нас вот такой сформировался SMT. И тут тоже вот такое. Это было подтверждением. Значит, на M1, да, давайте на M1 это все рассмотрим. На M1. Смотрите. Мы пришли, забрали ликвидность и резко развернулись. И вот тут, вот они, displacement candles, о чем я каждый раз говорю в своих эфирах. Каждый раз повторяю. Вот эти 3 свечи, которые формируют displacement candles. То есть свечи смещения. И внутри этих свечей смещения формируются высоковероятные имбалансы. High probability FVG, Fair Value Gaps. Почему high probability? Потому что именно такие имбалансы удерживают цену. И именно эти имбалансы, эти fair value gap, они самые идеальные моменты для входа, чтобы поймать шортовое движение. Вопрос, Мунис, подскажи, пожалуйста, вот ты постоянно так чисто ловишь развороты, это все благодаря квартальной теории и SMT в большой степени? Можно сказать, да, квартальная теория. Но сейчас уже у меня анализ, он, как вам сказать, как это называется? Многоярусный, можно сказать, потому что сначала идет квартальная теория, потом Ибда Лукбек, MMXM модель, потом к нему подключается STDV и Swing Rates, то есть здесь комплексный анализ. Но, когда я начал изучать квартальную теорию, тогда я работал только с SMT дивергенцией. И комбинация SMT с квартальной теорией, оно дало нереальный буст для меня. И у меня в телеграм-канале, где-то там в истории, в закрепах есть, как я после того, как научился торговать по квартальной теории, я за неделю сделал нереальные суммы. Только вот в комбинации SMT и квартальная теория. То есть одной этой концепции тоже может хватать более чем, чтобы ловить начало дистрибуции и выжимать максимум с этой дистрибуции. Этого вам более чем хватит. Именно знание этих 2 концепций. Да, а так сейчас у нас уже я сам и обучаю своих студентов комбинационному анализу, потому что квартальная теория, она не всегда работает. Вообще в рынке нет ничего, которое работает бы идеально на 100%. Нет ни одной концепции. И поэтому сложно торговать, сложно делать анализ на основе одной какой-то концепции.
Если вы торгуете только по каким-то там волновому анализу, либо по Вайкофу, либо по S&D, уверен то, что вы должны сидеть у компьютера и ожидать благополучного формирования, да, необходимых условий, которые вы знаете, которые вы можете торговать. А если это не формируется, то этот день получается просто скип делаете, и ушло бесполезно, потратили время. То есть зависимость от одной концепции делает вас заложником ситуации. Поэтому я, когда начал торговать, научился квартальной теории, начал торговать довольно-таки успешно, хорошо, но мне этого было недостаточно, потому что я хотел ловить каждое движение, я хотел ловить, торговать в каждой сессии, но мне этого не получалось 100% всегда. И поэтому я дальше еще начал углубляться. Потом начал изучать квартальную теорию, там другие концепции и дополнять свою торговую систему. И сейчас, благодаря именно такой комбинационному анализу, я и мои студенты, мы торгуем только нужное время и нужное движение. А нужным движением для нас являются всегда вот эти расширения, самые агрессивные фазы, то есть фаза дистрибуции, чтобы ловить самые смачные куски всего движения внутри дня либо внутри недели. А для этого нужен комбинационный анализ, потому что если ты будешь работать с одним методом, он может тебя подвести. Потому что мы знаем, что рынок может находиться в фазе консолидации на старших таймфреймах, на месячных, на недельных. И в фазе консолидации твой метод может быть неэффективным. Но в фазе дистрибуции он может быть очень эффективным. И когда ты заработаешь свои деньги, когда цена находится в фазе дистрибуции от старшего таймфрейма, ты заработал, допустим, там 10-15 тысяч долларов, и потом цена входит в фазу консолидации, ты эти деньги просто сольешь там. Потому что твой метод анализа, один метод анализа не будет так эффективен именно внутри этой фазы. А комбинационный анализ, он уже дает тебе работать в любых фазах. Потому что ты знаешь, как цена будет себя вести внутри любой фазы. Будь это аккумуляция, будь это разворот, будь это откат, либо дистрибуция. На мой взгляд, активы, индексы, да, фьючерсы, они торгуются легче, чем золото. Почему? Я отвечу. Золото влияет от многих факторов. В первую очередь на золото может повлиять глобальная геополитическая ситуация в мире. Любые войны, любые конфликты, они сразу подкидывают золото. Золото улетает. Это первый фактор. Второй фактор – сезонность. Когда в Китае начинается сезон, свадебный сезон, и в Индии начинается свадебный сезон, золото начинает агрессивно расти. Плюс к этому еще влияют закупки государств, чтобы пополнить свой золотой резерв. А когда они это делают, вы должны всегда следить за этим. А информация иногда может быть, иногда не может быть. То есть здесь уже вы будете полностью зависеть, и у вас не будет достаточно открытой информации знать об этом. Вот эти всплески на золоте, да, коррекции, они все-таки зависят от этих моментов, от закупок государств, от закупок больших банков, центральных банков. Это все влияет на золото. А на индексах все открыто и доступно. Новости, если ты хочешь узнать, какие новости будут, тут всего лишь там 3 типа самых влиятельных новостей, да, если разделить тип новостей, то 3 типа. Есть Red Folder News, есть желтая папка и обычные новости. Из них ты выбираешь красную папку
и что в них входит. Эти новости только могут повлиять на ценовое движение. Но, если ты изучишь полностью алгоритм, то тебе даже не нужно будет знать, какие это новости будут. Ты просто смотришь, когда эти новости, Red Folder News, когда выходят эти новости. Потому что знание алгоритма, оно дает полное понимание, куда будет двигаться рынок. Допустим, вот то, что я сделал, вот прогноз, делаю каждую неделю. Я учитываю это все на основе будущих новостей. Какие новости на следующей неделе ожидаются на индексах. На основе этого делаю свой прогноз. Тут много чего не надо, да? Как в золоте. Индексы не зависят от геополитических таких условий особо. Если только там Трамп что-то не пизданет неожиданно, да, но сейчас уже весь мир уже понял то, что это неадекватный президент, и особо уже индексы не влияют на его речи, на его разговоры. Но в начале, когда он только стал президентом, индексов просто, да, штормило. Но сейчас уже рынок привык к этому. Все. Больше таких факторов нету, что влияет на индексы. А вот в золоте это геополитические войны, это сезонность, опять свадебный сезон Индии, Китай, потом покупка золота центробанками. Есть еще другие дополнительные факторы. Это одна сторона. Вторая сторона торговли чем лучше торговать в индексах. В индексах есть SMT-дивергенция, она работает чище. Если вы просто сравните или попробуйте сделать анализ через SMT золото и серебро, то там будет такое расхождение сильное, то там сложно будет делать анализ через SMT-дивергенцию. Поэтому... А почему торгуют золотом? Потому что оно агрессивное, ты можешь за короткое время сделать большие иксы. Да. Индексы то же самое позволяют. Но в индексах нет таких много факторов зависимых. Потому что золото зависит, я перечислил эти факторы, а в индексах нет такого. Поэтому я торгую больше индексами. И плюс золото, оно растущий инструмент, только лонги. Там многие концепции, то, что есть в ICT, работают, но не так качественно. Вот ICT-концепция Smart Money работает очень хорошо на Форексе, на индексах тоже. Прям отлично. Почему на золоте оно менее работает? Потому что он полностью всегда растущий актив. У него нет таких фаз аккумуляции, манипуляции, дистрибуции, годовых циклов. Он только растет в одном направлении. Вот если посмотреть на daily, вот только растет в одном направлении. А здесь вот уже фаза консолидации. Это MXM модель уже. Тут MXM идет. Поэтому плюс в индексах много-много дополнительных инструментов. Лучше освоить один инструмент. Поэтому я считаю, лучше освоить один инструмент полностью, чем по чуть-чуть несколько. Опять я возвращаюсь к великой цитате Брюса Ли. Лучше тренировать один удар 1000 раз, чем 1000 ударов по одному разу. Поэтому я вначале торговал на Форексе, на евро-доллар паре. Потом перешел на золото. В золоте тоже торговал какое-то время, но потом перешел на индексы. И вот индексы, я тут уже понял, что я отсюда никуда не уйду. Потому что все, что я изучал до этого, я начал применять
и получать максимальный эффект, максимальную отдачу только на индексах. На Форексе тоже работает, но Форекс он скучен. На Форексе скучно торговать. Ты уснешь, пока там будет какое-то сильное движение. Просто надо учитывать еще то, что Форекс это валютные пары, да? Валютные пары. То есть валюты стран там торгуются. И логично, что там такие агрессивные импульсные движения не будут каждый день. Потому что это валютная пара. Эта валюта отражает экономику целой страны. А индексы, они не такие, да, они не сильные. Они отражают только экономику компаний. И внутри компании могут быть взрывные импульсные дни. Допустим, Nvidia разработала какую-то новую технологию, и раз акции Nvidia взлетели, и он потащил с собой весь индекс NASDAQ. И за счет этого тут происходят такие движения. Или, допустим, Procter & Gamble, либо Coca-Cola разработали какой-то новый бренд. Dow Jones прям улетел. Поэтому интересно торговать именно индексы, потому что тут взрывные моменты бывают каждый день, почти каждый день. Плюс здесь отчет компаний, ежеквартальные отчеты, ежегодные, полугодовые. Это все влияет на рынок. И за счет этого у нас всегда на индекс агрессивная торговля идет. А это плюс для скальперов, то есть для таких людей, как мы, это очень хороший признак. Так, давайте продолжим здесь. На минутке мы остались. Мы здесь зашли, вход поймали бы. Вот тут я сказал, так. Вот это движение. Так. Можем здесь открыть шорт. И вот, допустим, вот от теста этого имбаланса на импульс, на внутри свечей смещения поймали бы вход. И куда бы можно было бы таргетироваться? Вот первый таргет. Так. Вот относительно равные лои здесь есть. Вот этот лоу и этот лоу. Вот он. Если мы разделим теперь вот этот dealing range на премию и дискаунт, это будет как раз в зоне дискаунта. И в случае того, что если цена вдруг развернется, сделает глубокий откат, то есть это будет откатным движением, мы все равно получим наш take profit. И вот сразу в течение 10 минут мы бы здесь бы уже поймали это движение. Так. Затем здесь уже вот это у нас protected low. Вот. Сразу целиться на этот low было бы здесь опасно, потому что это protected, защищенный low. Поэтому если надо ставить реальные цели и таргетироваться на реальное, то, что мы можем поймать в кратчайшее движение, да, чтобы не ждать, либо не попасть в откатное движение. И мы видим, вот как раз таки цена отсюда получает откатное движение. Вот, потому что это протектор, защищенный лоу. Диапазон вот этого ордер блока, вот, он и оказал это влияние. Цена делает откат, затем уже продолжает снова.
И здесь мы закрываемся уже. Так, тут цена сейчас закроется. Вот. В сессии Нью-Йорка этот защищенный Protected Low удержал цену, не дал ниже упасть. Только уже вот, когда день закрылся и начался новый день, с открытием нового дня цена пробила этот уровень. И тут мы приходим уже... Здесь еще дополнительным фактором здесь являлся что? Переключим наши недельные на дневные. Вот. Закрытие. Здесь, смотрите, закрытие внутри. Мы сняли... Так, сейчас... Сняли buy side. Вот. Buy side предыдущего дня. И сделали смещение вовнутрь. Вот. Надо всегда смотреть на ключевые уровни от старшего таймфрейма, куда цена пришла потенциально, куда она двигается. Надо отмечать заранее эти уровни. Вот 4-часовой. Так, здесь у нас уровень недельного открытия. И здесь вот ликвидность, полка ликвидности тут. Так, начинается у нас теперь тут четверг. Четверг формируется азиатская сессия. Азия проходит у нас консолидации. Так. И плюс в золоте там, ну, ты должен анализировать. Так. Так, все. И плюс, когда делаешь анализ золота, надо смотреть на индекс доллара. Тоже это дополнительный анализ ты должен там смотреть. В общем, много-много работы для анализа. И когда ты торгуешь на Форексе, ты тоже должен учитывать индекс доллара, как он формируется. А на индексах ничего этого не надо. Если ты только вот смотришь на структуру и по структуре можешь торговать. Это все остальное нахрен не нужно. Итак, Азия. Смотрите, Азия у нас была в консолидации. Мы сняли buy side Азии. Затем сняли sell side Азии. Это очень похоже на PO3 через double purge. То есть мы снимаем обе стороны аккумуляции. Это все можем удалить. Обе стороны сняли аккумуляции и достигли как раз-таки диапазона 4-часового имбаланса. Но еще нью-йоркская сессия не началась. Надо дождаться нью-йоркской сессии. Опс, вот. Нью-Йорк открылся. Теперь смотрим, что у нас тут есть между NASDAQ и S&P 500. Мы видим то, что у нас сформировалась SMT-дивергенция. Вот. Даже вот так. У нас есть SMT-дивергенция. Теперь нам нужно после этого SMT, внутри этого ключевого уровня, на младших таймфреймах увидеть слом. Слом структуры. Да, у меня большинство студентов из России, и все мои студенты в основном торгуют только американские индексы. Вот, пожалуйста, уровень ЦИС здесь. Вот. И как раз цена вот тестирует его. Вот тут есть первый. Есть реакция. И от следующей свечи мы можем открыть buy позицию. У меня большинство студентов торгуют индексы. И никаких вроде проблем никто не говорил, что сталкивались с какими-то проблемами. Это же все зависит от брокера. Главное подобрать брокера, который работает на территории РФ.
либо проб-компанию, которая работает на территории РФ, с РФ. И все. И здесь уже, зная принцип отложенной доставки, можно таргетироваться смело сюда, потому что тут уже формируется отложенная доставка. Так, я сейчас на M15 перейду. И сделаем вот так. Вот у меня здесь high, вот здесь low. И отсюда я буду телить ST9 уровни. И где формируется у меня отложенная доставка? Как раз таки в диапазоне 1 и 1,5. Нет, торгую смело. Индексы это же самые популярные активы, которые торгуются во всем мире. Это золото, затем, в первую очередь, это Форекс, потом золото и потом уже индексы. Это в любом брокере они у вас будут, в любой компании брокерской будут индексы. И значит, вот 1,5 здесь формируется как раз таки отложенная доставка. Еще одно подтверждение, что мы верно определили. И таргет у нас high азиатской сессии. Здесь таргет сюда стоп за SMT, сюда take. Топ. На L5 перейдем. Ну, поверьте, налог это когда вы будете, если вы научитесь прибыльно торговать на дистанции, то делиться от прибыли это не будет таким страшным моментом, потому что вы уже будете уверены, что завтра тоже заработаете, и это у вас будет уже системно, стабильно, да, потому что вы будете это все делать на основе своих знаний, вне зависимости от места работы, вне зависимости от местонахождения. То эти знания никто у вас не отберет. Главное научиться торговать прибыльно на дистанции. Да? И все, и потом уже делиться, допустим, даже 12%, если от доходов вы будете платить, это зато будете спокойно жить, спать спокойно. Никто не будет вас дергать. Вы будете уверены, что вы зарабатываете, как вам сказать, чистые деньги, да? И никто у вас потом не спросит. Вы заплатили налог 12% от своей прибыли, ну и все. Пусть государство тоже будет радо за вас. И наоборот, потом будет защищать вас. Когда ты каждый день будешь делать прибыль, допустим, в начальной стадии ты делаешь прибыль, вот, допустим, научился торговать и минимально рискуешь, и в неделю ты делаешь по $1000, да, в неделю, допустим, просто образно говоря, и 12% от этого это будет $120. $120 каждую неделю ты даешь государству, остальные 880 это твои. Но зато ты будешь спокойно спать и будешь знать, что никто тебя не будет дергать. И ты будешь уверен, что ты в следующей неделе тоже приблизительно столько же заработаешь. Плюс-минус там $200. Либо $800, либо 1200, либо 1000. Это уже самое, грубо говоря, да, если у кого-то там 12%, а у кого-то, если сделает под ИП, то может это 2-3% может быть 1%. Самое главное это научиться торговать на дистанции прибыльно, а не на моменте. Вот это самое сложное.
Потом уже можно думать о налогах. Итак, вот здесь мы отработали. И здесь потом можно поймать шортовую позицию. Уже четверг закончился, потому что здесь отложенная доставка была. Посмотрим, разберем в четверг, как торговали ребята. Четверг было у нас 4 число. Так, в среду. Вот это движение мы здесь не разобрали. Среда, так, здесь, вот среда. Здесь я поймал в начале разворота движения 30,745. Значит, это у нас уровень будет, так, 30,745. Вот здесь. Вот тут я вошел. Вот здесь. Затем добавился на 30,704. И take profit был на 30,621. Значит, сразу мы можем здесь открыть короткую позицию. Стоп был сюда. 30,641. Да, вот. Low Азии был первым таргетом. Вот этот Low Азии. Затем 3600, когда мы достигли второй, вот это эти позиции, открытые позиции, прибыль от этих позиций, здесь вот 500. Затем здесь уже это сделки Александра. Он тоже поймал это шортовое движение. Тоже в самом начале, как вы видите. Тейк у него здесь тоже стоит так же, как и у меня. Это sell side Азии, по-моему. 30,640. Затем второй. Так, а это что? Это уже на старшем таймфрейме он показывает, как это ценовое движение двигалось у него. Стоп тоже стоит, как у меня, за это swing high. Затем это Сакен. Он уже покрупнее целится. 30,203. Вот. Это в начале среда. Вот среда, начало только Нью-Йорка. Вот здесь мы достигли, собрали sell side Азии. И здесь он таргетируется на 30,203. Давайте посмотрим, где это находится уровень. 30,233. 30,203 было. Вот. Вот этот уровень. Вот сюда он целился. Вот. Когда цена была здесь, он уже знал, что цена отпустится еще глубже, вот отсюда. И он был прав. Вот. Это 17-летний парень делает анализ. 17 лет парню еще. Он уже вот читает алгоритм, как семечки грызет. Так, это Павел. Это торговля у него S&P 500. На S&P 500 он. Это анализ. Здесь вошел на sell. Давайте посмотрим. Вот здесь чище будет. Вот он. Это S&P 500. Здесь поймал в самом начале движения. И вот тут финальная фаза. RR получается 1 к 10. 1 к 10. Это получается, если он рисковал $10, то тут уже заработал $100. Если $100, то 1000. Здесь уже Никита. Это его график. То же самое, вот, поймал это движение, таргетировался уже вот на sell side вот этот. Молодец. Это Андреас. Кстати, этот парень, вот это Андреас Кригер. Может быть, я неправильно произношу фамилию. Он обучался у... как его звали? Забыл. Блин. Сейчас. Автора 369. Блин, забыл его. Знаменитый трейдер тоже, молодой парень. Он у него обучался, он покупал у него курсы. Кстати.
Мне будет интересно его мнение, Андреас, если ты пройдешь курс. Он сейчас проходит курс обучения у меня. И мне будет интересно узнать у тебя отзыв, сравнение моего курса с курсом Зюсси, вспомнил, вот, Зюсси. Этот парень, нет, проходил курс обучения у Зюсси. Да, Павел торгует, исходя из сильного актива. Да, Зюсси, правильно подсказал. Павел торгует, исходя из сильного актива. А как правильно определять, это у меня уже в закрытом курсе. Это не для... Эта информация не для открытого доступа. Вся информация по поводу этого, как торговать, как определяются сильные активы, у меня в курсе Ибда Лукбек. Павел как раз таки он торгует по Ибда Лукбек в Так, здесь это уже Карадо. Вообще он красиво ловит. 5-минутный таймфрейм, вот самое начало и конец. О, Женя, спасибо. Так, так, значит, среду мы увидели, кто как отторговал. И здесь уже начинается четверг. Здесь четверг. И в четверг у нас торговля, вот здесь была аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. И в четверг начинается от торговли от Сакена, наш школьник. И тут он как раз ловит в лондонской сессии шортовое движение, это манипуляционное движение было. Он поймал это движение. То есть вот это движение, давайте сделаем демонстрацию, вот это движение он поймал. 30, куда он целился здесь? 30-151. 30-151, вот сюда. И вход у него был 30-458. 458. Вот тут был вход. Вот. И поймал он вот это движение. Вот это движение. Отличное движение. Это получается 1 к 11 РР. РР 11. Вообще дикий трейд. Молодец, Сакен. Это Андреас, как раз таки вот этот парень, это его трейд. Здесь тоже он почти зашел 30-511. Поймал манипуляцию. Хорошая сделка. А вот в лучшем расширении, вот это еще лучше. Спасибо, Андреас. Вот это расширение уже будет лучше. Так, вход 30-511, выход 30-343. А полный take profit вот здесь, 300-230. Отличный анализ. Хорош. Так, это мои сделки уже. Это мои в sell. 30-167. 30-640. Здесь я заходил. 30-640. Вот здесь. Вот тут я заходил. Тут заходил и целился куда? На 30-167. Цель стоит здесь. 30-167.
вот сюда. Вот так. Здесь я отработал, вот тут первая сделка, помните, да, где была? Вот тут я зашел, и здесь вышел. Затем на откате снова здесь открыл позицию, в шорт уже целился вот сюда. Вот. Получается, вот это все движение я забрал. Это все движение. И вот, пожалуйста, это результат от этой торговли. Здесь вот после получения тейк-профита, это от Сакена, Андрес, РР дикий, 1 к 16 РР. Вот, 1 к 16. Когда я один торговал, большинство не верили, то, что это может такое быть, то, что можно ловить 1 к 16, 1 к 10. Да нет, это, бля, это фигня, это фейк. Невозможно. Максимум 1 к 3, 1 к 2 надо работать. Это классика. Орали большинство трейдеров, которые ни хера не понимали в трейдинге. И вот сейчас мои студенты показывают такие результаты. 1 к 10 минимум. Вот здесь тоже больше одного. 1 к 10. Работа Паула. Здесь он на NASDAQ. Это анализ его. Где отработка? Вот отработка. Пожалуйста. Зашел в 30-193 и вышел здесь. Как я понимаю, конец манипуляции через SMT и слом структуры. Через SMT и слом структуры понимаю, что манипуляция закончилась. Так, здесь у нас Константин вернулся наконец-таки. Рад тебя видеть, брат. Масловский Константин. Давно его не было. И вот он сразу зашел с тейк-профитом. Здесь у него лонг, и тут выход. Здесь sell, здесь зафиксировался. Молодец. Поздравляю с тейком. Это Серджио снова. Тут заходит снова buy. После манипуляции. Тейк ставит за первый вот этот high. Здесь зашел, и он тут вышел. Окей. Здесь понятно. Да? Посмотрим, кто-нибудь здесь отработал теперь в пятницу в sell. Вот пятница начинается, и вот моя сделка. Как раз таки зашел на откате 30510. 30510. Так. Передвинем сюда. 30510. Вот. Вот здесь зашел. Стоп сюда. За этот хай. И тейк ставил уже на уровень 29959. Посмотрим, где это 29959. Вот. Вот сюда ставил первый тейк. 29559. Вот здесь зашел и сюда поставил тейк. Вот. Тейк профит сюда был поставлен. И вот отработка этого тейка. То есть этой сделки. Так, это Ибрай. Он тоже... он чуть ниже зашел уже в sell. Вот. Отличные торги. И все, на этом в пятницу больше никто не торговал, оказывается, у нас, ребят. Отдыхали. Ну, достаточно, я думаю, здесь поймали. И посмотрим здесь, что было. Потом вот было еще что. Это мой прогноз, да, то, что я делал. Вот здесь поймал самое начало движения. Таргет был здесь потом. Сначала вот этот лоу, потом этот, затем этот. И в конце
Вот. Вот. Это лоу предыдущей недели. Лоу предыдущей недели. Таким образом мы отработали эту неделю. Вот. Но цена ушла еще глубже. Здесь я не торговал уже, мне было достаточно всего. То, что мы поймали вот это все движение, было, мы забрали. То есть отсюда я начал свою торговлю, затем здесь вот зафиксировали, и конец, где у нас, так, weekly был. Вот так сделаем. И на 4-часовом таймфрейме. Вот так. И вот так отработали. Вот здесь вот лоу предыдущей недели. Получается, все вот это движение было поймано благодаря той системе, по которой я работаю и обучаю своих студентов. Вот. И вы видели, как был сделан анализ на предыдущей неделе, и как этот анализ отработал, и как мы внутри недели делали анализ. И как надо вообще читать, прогнозировать, чтобы заранее быть готовым к ценовым движениям. Если у кого-то будут вопросы, задавайте, пишите в Телеграме. Подписывайтесь на наш открытый телеграм-канал. Если кто-то хочет приобрести курс обучения и пройти курс обучения, то пишите мне в личку. Так. По поводу качества курса обучения, да, я думаю, что не каждый ментор может так похвастаться. Потому что я сам проходил через такое, я тоже покупал курсы, проходил через всю эту карусель. Но в тех курсах, где я покупал курсы, мои учителя не могли похвастаться результатами своих учеников. Вот. А для меня это важнейший фильтр, важнейший критерий. Если ты являешься ментором, обучаешь других людей чему-то, то ты должен показать на примере своих студентов, да, чего они добились благодаря тому, чему ты их обучил. Если у них нету какого-то прогресса, нету успехов, значит из тебя херовый учитель. И тебе надо завязывать с этим. И не надо обманывать людей. Это самый первый, самый главный фактор любого. Если вы хотите приобрести курс у какого-то там суперментора, супертрейдера, то в первую очередь вы спрашиваете результаты. Где результаты твоих учеников? Покажи. Покажи их трейды, покажи их работы. Чего они добились благодаря тебе. Потребуйте, либо посмотрите отзывы. Как они отзываются об этом. Многие люди, да, когда пытаются приобрести курс, они на что смотрят? Они смотрят, у них критерий, первый критерий, да, умеет ли он торговать онлайн. Да, это хороший критерий, это тоже плюс, молодец, да. Но разница в одном. Есть люди, которые впитывают в себя информацию как губка, да, и когда сжимают эту губку, эта вся информация, эти знания, они выходят, да, и он делится этими знаниями. Есть люди, как земля, они впитывают в себя знания, но они не могут отдать обратно. И некоторые трейдеры, менторы являются именно такого типа. Они, может быть, у них есть хорошие знания, они могут торговать сами, но когда дело касается поделиться знаниями, объяснить что-то доступно, понятным языком, это уже сложно для них. И поэтому их студенты после обучения, после прохождения курса, уже когда приходит время выхлопа, у них не получается, не могут показать результат.
Честно, нет, сейчас я уже не слежу. Раньше я следил за трейдером Афиз, потом Декстер. Я являюсь учеником Декстера. Я у него проходил 1v1 mentorship, то есть индивидуальный курс покупал у него для повышения квалификации. Вот. Единственным своим ментором я могу считать только Декстера. Я приобретал немало курсов, но ни один из них ни хера ничего толком не смог объяснить мне. И поэтому своим единственным учителем я считаю Декстера. Вот. А Декстер, в свою очередь, является учеником, который проходил обучение у самого ICT, у самого Майкла Хаддлстона. Так, значит, Афиз, Декстер, потом рекомендую YouTube-канал Сир Пикл, да, сэр Соленый Огурец, молодой парень-американец. Он тоже. Затем T-Trades, у них очень много полезных контентов, обучающих T-Trades. Потом MMXM Trader. Вот. Для меня в топе стоят MMXM Trader, потом Dexter. И за ним уже идут вот Афиз. Потом GXT тоже хороший. Я не смотрел его уроки, но многие говорят то, что его уроки очень простые, но на английском языке. Я смотрю только англоязычных, русскоязычных вообще никого не рекомендую смотреть, да, кроме меня. Я могу смело об этом говорить, я не хвастаюсь собой, не рекламирую себя, я просто говорю по фактам. Да. Если есть кто-то еще, кто также может объяснить, донести, то я буду приветствовать это. Просто на русскоязычном сегменте мало таких. Большинство зациклены именно на продажу курсов, которые не стоят ни гроша вообще, просто вода. OTE трейдер, OTE трейдер хорош, но он меня кикнул с их дискорда. Я раньше состоял в дискорде MXM трейдера, но опять-таки, понимаете, когда трейдер достигает вот этого уровня чтения алгоритма, и ты потом делишься со своими трейдами, потом анализами, снова трейдами, и люди начинают в первую очередь сомневаться в твоих трейдах. Допустим, ты сделал анализ, он отработал. Ты сделал анализ, он отработал. И ты кидаешь скриншоты, анализы и отработки. В первую очередь это сначала вызывает интерес у толпы. Затем, когда ты начинаешь это делать системно, да, ежедневно, то это уже начинает вызывать зависть у других трейдеров, потому что они не могут этого сделать в то время, когда ты это делаешь, как будто ты штампируешь это в заводе. Каждый день прогноз сделал, скриншот до и потом после отработки. До и после отработки. И когда ты это кидаешь ежедневно, то это уже начинает вызывать зависть у других трейдеров. Потому что у них не получается это. А если кто-то из них торгует еще на свои деньги и теряют деньги, то это вызывает боль у других трейдеров. И поэтому сначала начинает зависть, потом хейт. Потом эта зависть переходит на хейт. Они начинают потом тебя подкалывать в сообществах, в каналах, говорить то, что это, это нереальные деньги, это демо-торговля, либо это paper trade. Таким образом пытаются принизить твой успех и твою работу. После этого, если ты будешь просто игнорить и ставить себя выше них, пройдет время, они потом начнут тебя умолять давать сигналы. Они потом начинают просить, чтобы ты давал сигналы заранее, потому что они видят то, что ты умеешь это делать, и ты это делаешь очень хорошо, качественно. После вот этих хейтов, этих всех оскорблений, когда пройдет время, и если ты не сдашься, и ты не сгрызешься с ними, то они будут начинать
умолять, давать тебя, чтобы ты давал им сигналы заранее. И как раз-таки на этом этапе, на этапе зависти, я просто подискуссировал с OTA-трейдером на их дискорде. Он сначала засомневался в моих анализах. Я просто кидал раньше скриншоты вот такие на Capital.com. То есть вот такого рода, вот такие скриншоты. Вот вход, выход, до и после. Вот это значит анализ до, и здесь вот отработка. Кидал постоянно такое. И там они начали говорить то, что это paper trade, это нереальные деньги, все такое. А я не начал с ними как бы грубить, я просто скинул им отчет от MetaTrader. И потом там уже начал объяснять. То есть не надо людей хейтить, если он не делится своим, допустим, отчетом от MetaTrader. Достаточно для понимающих людей, для понимающих, что такое трейдинг, достаточно вот этого скриншота до и после. И если ты это делаешь на протяжении месяцев, полгода, года, а я у них в Discord сервере состоял уже почти год. И на протяжении года вот каждый день скидывал эти анализы. И он после всего этого мне пишет то, что это демо-счет. Меня это задело, я потом начал, я ему предложил, давай, говорю, будем торговать и покажем свой винрейт. У кого лучше будет. Он потом меня кикнул с канала, этот OTA-трейдер. Поэтому уважение к нему, честно говоря, 0 у меня. Вообще, трейдинг — это место не для того, чтобы с кем-то соревноваться. Трейдинг — это в первую очередь соревнование между самим собой. И люди, которые всегда придираются до других, там, ищут какие-то там, не знаю, минусы, либо сомневаются в этом. Я таких людей не понимаю. Вместо того, чтобы тратить свое время на это, лучше потрать на самоулучшение, на саморазвитие в трейдинге. Потратить это время более эффективно, чтобы ты, допустим, вот этот час времени у тебя есть, вместо того, чтобы там с кем-то сраться и доказывать свое мнение в трейдинге или свою идею, лучше потратить это на просмотр какого-то качественного видеоролика, где ты возьмешь что-то полезное для тебя. Все равно нужно понять одно. Люди, которые приходят в трейдинг и остаются в трейдинге, у них природа характера такая. Они упертые. Ты не сможешь с одного раза сменить их мнение. Нужны факты. А большинство даже все равно не смотрят на факты. Они действуют на эмоциях. Потому что трейдинг требует такой природы от человека. Если ты не эгоист, если ты не самолюб, то ты не сможешь просто удерживать своего мнения. Ты будешь всегда на поводу других мнений. Один скажет одно, допустим, я вижу бычье движение, другой придет, скажет, я вижу медвежье движение. А если у человека нет самомнения, своего мнения, он не самолюб, он будет плыть между этими разными мнениями. Только тот тип людей, который обладает самолюбием, они всегда ставят свое «я» над другими и придерживаются своего мнения, чем нежели другие мнения. Оказать влияние на таких людей сложно. И поэтому успешные трейдеры, они в большинстве случаев нарциссы, эгоисты, самолюбы. Просто обратите внимание вот на все про-трейдеры, которые есть в масс-медии. Стоит чуть-чуть задеть их эго, они сразу включают шипы и начинают. Допустим, тот же самый Майкл Хаддлстон. Несмотря на то, что он является отцом ICT, то есть основоположником
концепцией Smart Money, но он никогда не выдерживает малейшего хейта. Он всегда стрется, если кто-то что-то говорит про его концепцию. Потому что это эго. Без такого в трейдинге невозможно. Ты должен быть таким человеком. Да, потому что фокус участника сместился на вас в тех группах, собственник канала остался на второй план. Вот и причина. Да, есть такое. Допустим, вот сейчас я могу показать Discord сообщество, где я состою. Также я состоял в Дискорде от BP, но оттуда меня тоже, я понял недавно, что оттуда меня кикнули. Просто потому, что я поделился и то написал, что напишите мне в личку, я вам скину полезную информацию. Из-за этого меня оттуда кикнули. Вот. Сэр Пикл. Это его группа. Если посмотреть, здесь большинство часто встречающихся трейдеров, это мои. Вот тут есть TMC, тоже хороший трейдер. Вот. Но как он себя ведет, как владелец Discord сервера, да, вполне грамотно и здраво. Допустим, он всегда радуется, если я кидаю свои сделки, он ставит лайки, пишет комментарии и поддерживает каждого. Вот так я думаю, что должен вести себя каждый профессиональный трейдер, у кого есть какое-то сообщество трейдеров. Где это было, блин? Вот, пожалуйста, вот. Я делюсь здесь своими сделками, и если посмотрим на реакцию, вот реакции, и здесь вот T2 Smart Money Trader. Это владелец вот этого Discord сообщества. Реагирует нормально, вот, нормальный здравый парень. Но есть такие люди, допустим, вот этот Джошуа. Когда я здесь делился своими трейдами, он мне поставил потом условия. Говорит, если ты не будешь использовать мой индикатор, то лучше здесь не делись. То есть, чтобы делиться здесь, ты должен использовать именно его индикатор. Странные люди. Тут вот этот новый тоже Discord сервер. Недавно здесь сюда я подписался. Вот. Тут меня парень, владелец этого Discord сообщества, узнал меня. Сейчас я вам покажу, это интересный момент был. Вот. Это владелец этого Discord сообщества. Он мне пишет, bro, where are you? Был ли ты в сообществе T-Trades? То есть в Discord сообществе раньше. Состоял ли ты там? На что я ответил, да, пока меня не кикнули оттуда за мои трейды. И потом он пишет, все, я тебя узнал по твоему чарту, вот по оформлению. Вот. Я там уже не состою где-то около года, но несмотря на это, люди запоминают, когда ты делишься вот постоянно своими трейдами и правильными анализами, люди запоминают тебя. И он вспомнил, I asked because when I was in that server, I saw the same chart colors, the exact. I think it was you. И потом я отвечаю, yeah, that was me. Funny how people still recognize my charts after all this time. Это забавно, то, что люди меня узнают, несмотря на то, что прошло много времени, только по моим чартам, по оформлению. Нормальные люди, внутри зависть, либо все-таки еще не смогли достичь стабильности в трейдинге, они начинают завидовать и хейтить других трейдеров. Это надо знать, и нужно быть всегда готовым к этому быть. Спасибо, ребята, за внимание. Если будут вопросы, пишите. Если будут какие-то трудности в трейдинге, в психологии, пишите в телеграм-чат, открытый наш чат. Либо я, либо наши ребята будут, если смогут помочь, ответить вам. Снова повторюсь, по поводу курса.
да, с чего началась эта вся речь. Да, если вы хотите подобрать правильный курс обучения, да, потому что я знаю, что многие уже прошли несколько разных трейдеров, курсов обучения, но все равно не получается торговать стабильно на долгой дистанции. Да. Если вы хотите просто уже поставить точку и пройти последнее обучение, которое вам покажет, объяснят, где и что и как, то я рекомендую свой курс обучения, потому что этот курс уже прошел проверку временем и людьми, студентами. Люди, которые приобрели этот курс, еще никто не разочаровался в этом. А наоборот, все прогрессируют. Вот двое уже приобрели финансовую независимость. В первую очередь, опять-таки, благодаря им самим. Здесь не моя заслуга, это заслуга их самих студентов. То, что они достигли этого уровня. Потому что это немалый труд. Это дисциплина. Это заниматься над собой, работать над собой. Один из них, это Александр, он 17 раз пересматривал мой курс, основной курс, 17 раз. А основной курс, чтобы полностью пройти от А до Я, времени требуется очень много. Там месяц либо 1,5 месяца нужно, чтобы пройти полный курс. А он 17 раз это прошел. Но в итоге вот результат. Он уже не работает на найм, он работает чисто на себя. И дальше у него будет уже просто в плюс. Плюс еще вот наш самый юный юный наш участник, наш трейдер, как и говорится, джуниор в нашем коллективе, Сакен, 17 лет парню. Вот уже такие успехи делает. Я рад за него, потому что я уверен, что все, кто проходит сейчас через мою систему обучения, ровно через год, я уверен, ровно через год они уже будут совсем на другом уровне. Потому что я могу это делать анализ, то есть прогнозировать это на основе прогресса других студентов. Тех студентов, которые ровно год тому назад пришли ко мне, прошли обучение, уже на результате их торговли, на результате их понимания я могу смело делать прогноз, что минимум, исходя из минимума, я могу гарантировать то, что все оставшиеся участники в моей закрытой группе, они достигнут того же понимания, что и сейчас вот эти опытные трейдеры. Только все зависит от вашего усердия и работы над собой. Если вы будете работать, я не требую, чтобы вы работали в 24/7. Нет. Перерывами, с отдыхом, в свободное время, без нагрузки, без напряга, без давления на себя. Просто изучайте. И на таком лайтовом режиме через год у вас будет уже полное понимание в трейдинге. Объем довольно-таки большой курс. Основной курс, он очень большой, потому что там много информации. Чтобы пройти в лайтовом режиме, не спеша, вам потребуется где-то 2 месяца. Пройти курс только. Потом, чтобы разжевать весь материал, проглотить это, да, понять, вам еще потребуется где-то 3 месяца. Может даже больше. Потому что, да, объем большой, но зато этот объем дает такой эффект потом уже, на будущее. Это не такое, там, раз-два, пару моделей входа показал пару SMT дивергенций, и все, работай с этим, может, что-то получится. Нет, такого нет у меня. Каждый студент, который, допустим, что-то не понимает, я работаю с ним индивидуально. Есть некоторые люди, которые технически поняли, но они сталкивались с психологической проблемой. И мы работали с ними уже индивидуально. Они писали мне, объясняли, в чем их проблема.
мы уже потом дальше работали в этом плане. Я делился своим опытом, как надо проходить эти этапы, психологические моменты, нагрузки, давление. И постепенно они все это прошли. И сейчас именно в закрытой группе среди моих студентов эти люди являются одними из лучших трейдеров. Ладно, ребята, всем пока, хороших выходных вам. Мне пора закругляться. Если будут вопросы, пишите. Пока-пока.